Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рад вас приветствовать на канале про бизнес с Русланом Гороховским. Сегодня я продолжаю видеообзор о великом предпринимателе Стиве Джобсе и компании Apple. В первой части видеообзора мы закончили на успешной продаже Джобсом и возником 50 плат Apple I владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу. И еще 50 плат они реализовали по своим друзьям и знакомым. После неплохого стартапа с компьютером Apple I, Стив начал свой путь к Apple II. Он ориентировался на массовую аудиторию и не хотел усложнять Apple II дополнительными слотами, а оставить только два для принтера и модема. Это было первое серьезное разногласие между Стивом Джобсом и Стивеном Возняком, который хотел оставить аж 8 слотов. Возняк поставил ультиматум: либо 8 слотов, либо Джобс не увидит доработанный Apple II. Джобс уступил в этот раз, так как конфликт только бы тормозил работу над платой Apple II, и она была завершена к августу 1976 года. Новый продукт Apple II имел множество революционных возможностей: работа с цветом, звуком, подключение игровых контроллеров и другое. Сделав выводы, Стив стал подходить к каждому компоненту компьютера с точки зрения совершенства дизайна. В одном из магазинов он увидел кухонный комбайн фирмы Cuisinart и решил, что для Apple II необходим корпус из легкого формового пластика. Потом Джобс решил избавиться от вентилятора в блоке питания, так как, по его словам, вентилятор внутри компьютера противоречит принципам Дзен и отвлекает от работы. Даже к топологии системы платы он подошел с теми же принципами, отвергнув первую схему, так как дорожки показалось ему недостаточно гармоничными. Разработку дизайна корпуса Джобс поручил консультанту Джерри Менаку, знакомому по клубу самодельных компьютеров, за $1500. Проектировщик из Альтари Элкорн свел Джобса с Родом Холтоном, хорошо разбиравшимся в электротехнике. Холт запросил высокую цену, но зато разработал импульсный источник питания. Со временем Род Холтон был зачислен в штат Apple. Прикинув расходы, Джобс понял, что наладить серийный выпуск полностью укомплектованных компьютеров с пластиковым корпусом и оригинальным дизайном им будет не по карману. Речь шла о $100 000 на производство корпусов и не менее чем о 200 000 на запуск производства самих компьютеров. Джобс решил попытаться продать права на всю разработку Atari и снова связался с Элом Элкорном, проектировщиком из Atari. Как и Бушнелл, это был человек неформальных взглядов. Он устроил Джобсу встречу с директором Atari Джо Кинаном. Но ничего не вышло. Джобс пришел, чтобы отрекламировать ему новый продукт, но Кинан его едва дослушал. От Стива пахло так, что старика мутило. А когда Джобс закинул босые ноги прямо на стол Кинана, тот с криком выставил его за дверь. Далее были еще несколько встреч с отказами, и по воле случая у ворот гаража импровизированного офиса Apple появился венчурный инвестор Дон Валентайн. Для справки, Дональд Валентайн основал компанию Sequoia Capital, в наше время его называют дедушкой венчурного капитала Силиконовой долины. В Музее компьютерной истории ему приписывают ключевую роль в формировании ряда отраслей, таких как полупроводники, персональные компьютеры, программное обеспечение для персональных компьютеров, цифровые развлечения и сетевые технологии. Валентайн был готов инвестировать в их компанию, но при одном условии: они должны привлечь сотрудника, компетентного в вопросах маркетинга, дистрибьюции и способного составить бизнес-план. Таким человеком оказался Майк Маркула, выбранный Джобсом из 3 кандидатов, присланных Валентайном. Бывший инженер и менеджер по маркетингу продуктов Intel, Маркула в свои 33 года заработал миллионы на акционерных опционах. Он предложил Джобсу и Возняку финансирование до $250 000 в обмен на третью часть акций Apple. 3 января 1977 года партнерство Apple Computer было преобразовано в корпорацию Apple. Джобс, Возняк и Маркула получили по 26% акций. Остальные было решено оставить для других инвесторов. Возняку, скрипя сердцем, пришлось покинуть Hewlett-Packard компанию. Взгляды Джобса и Маркула совпадали. Маркула утверждал, что, создавая компанию, нужно не стремиться разбогатеть, а просто делать то, во что веришь. Только так можно добиться успеха. Кстати, в одном из моих видеообзоров ранее я так и обращал на это внимание, о важности того, что мы хотим делать именно для людей в первую очередь,
а не только фокусируясь на деньгах и прибыли. Итак, после основания корпорации Apple наконец обзавелась собственным офисом. В компании уже работало около дюжины сотрудников, встал вопрос о ее президенте. 22-летний взбалмошный, лохматый, вечно грязный и оборванный Джобс, несмотря на очевидные таланты, амбициозность и воспаленное самолюбие, для этой работы точно не годился. И после долгих уговоров вынужден был это признать. В феврале 1977 года Маркула пригласил на должность генерального директора Майка Скотта из компании NS. Основной задачей Майка Скотта было усмирение Стива. Стив чувствовал себя ущемленным, так как потерял единоличное лидерство. Начал часто срываться на рядовых программистах. Без помощи главного рекламщика Кремниевой долины Реджиса Маккены о настоящем успехе нельзя было и мечтать. Он был американским маркетологом из Силиконовой долины и внедрил некоторые методы, которые сегодня являются обычным явлением среди рекламодателей. Он и его фирма помогли вывести на рынок первый микропроцессор Intel, первый персональный компьютер Apple, первый продукт генной инженерии и первый розничный компьютерный магазин ByteShop. Его описывают как человека, который нанес на карту Силиконовую долину. Называли выдающимся специалистом по связям с общественностью Кремниевой долины, гуру, царем, королем, философом, легендарным маркетологом, который вывел Intel и Apple на первое место, и пионером в бизнесе полупроводников с точки зрения маркетинговой стороны вещей. Маккена довольно быстро согласился сотрудничать с Apple. Прежде всего, он поручил своей команде разработать логотип компании и продукта, так как лого в стиле викторианской гравюры, придуманное в свое время Уэйном, явно не соответствовало концепции простоты как краеугольного камня качественного дизайна и было полной противоположностью внешнему виду Apple II. Арт-директор Роб Янов предложил два варианта лого в форме яблока, целого и надкусанного, и несколько вариантов раскраски. Джобс заявил, что целое яблоко можно спутать с вишней, и выбрал надкусанное. Кроме этого, он остановился на варианте с 6 цветными горизонтальными полосами, как и символизирующими главный козырь Apple цветной дисплей. Хотя такая расцветка неоднозначно воспринималась и порождала споры среди сторонников и противников компании. Но этот логотип уже был утвержден и не менялся до 1998 года. В апреле 1977 года состоялась первая компьютерная ярмарка западного побережья. Организовал ее Джим Уоррен. Это еще один завсегдатай клуба самодельных компьютеров. Джобс по совету Маркулы решил всех поразить размахом композиции корпорации Apple, внес $5000 и забронировал выставочное пространство в центре зала для презентации Apple II, который уже имел интегрированную клавиатуру, цветную графику, звук, пластиковый корпус, 8 слотов расширения и 2 дисковода. На экране представлен Apple II. Стойку корпорации Apple, обтянутыми черным бархатом, установили освещенный плексиглазовый задник с новым логотипом компании. Также есть несколько фотографий, которые сделаны именно на этой первой выставке. В распоряжении Джобса были всего 3 компьютера в полной комплектации. Именно столько образцов пластиковых корпусов успел им предоставить подрядчик. Пришлось вокруг стенда расставить пустые коробки так, будто в них тоже находились компьютеры. Заметьте, даже в самой сложной ситуации всегда можно найти решение. Главное его искать. Джобс заставлял сотрудников начищать 3 бежевых компьютерных корпуса до блеска. Ради такого случая они с возняком даже заказали себе в ателье Сан-Франциско костюмы тройки. Старания Джобса окупились с лихвой. Apple получила заказ на 300 компьютеров уже на ярмарке. У фирмы также появились первый зарубежный дилер, текстильный магнат Сатоси Мицусима из Японии. Компания вошла в фазу стремительного роста продаж и процветания, продолжавшуюся несколько лет. На этом фоне на внутренние скандалы и конфликты между ее основателями можно было закрыть глаза. Что касается Apple II, этот компьютер пользовался феноменальным успехом и приносил доход в течение 16 лет. За это время компании было продано до 6 миллионов компьютеров Apple II. С учетом нескольких модификаций, а по всему миру выпускались еще многочисленные клоны. Apple II остается одним из самых прибыльных проектов в истории индустрии.
И этот результат совместной работы инженера Стива Возняка и Стива Джобса, союз инженера и дизайнера. В конце 1978 года началась работа над Apple III. По сути, эта разработка была отдана в руки маркетинга, а именно Стива Джобса. Так как Возняк не считал нужным им заниматься, он считал, что лучше, чем Apple II, сделать уже невозможно. Но Стив хотел сделать Apple III моделью именно для бизнеса. Маркетологи Apple выяснили, что бизнесу приходится докупать дополнительные платы к Apple II, так как им нужно использовать расширенные таблицы для работы, и решено было все смонтировать в один корпус Apple III. При этом габариты и форма корпуса были жестко заданы Джобсом, и он не позволил их изменять. Так же, как и устанавливать вентиляторы. Проблема теплоотвода решалась за счет тяжелого алюминиевого корпуса. Джобс в это время занимал должность вице-президента компании по научным исследованиям и разработкам. Его требования выполнялись независимо от их обоснованности. Чтобы не потерять поклонников Apple II, было решено оставить возможность загрузки в старом режиме. По сути, это были два разных компьютера в одном корпусе. Apple III был анонсирован и выпущен 19 мая 1980 года. Выпуск сопровождался грандиозной рекламной кампанией. С выходом на рынок Apple III все работы по Apple II были свернуты, ресурсы компании переброшены на новый проект. Однако быстро выяснилось, что в режиме Apple III компьютеры работают нестабильно, постоянно выходят из строя из-за перегрева, чрезмерной плотности компонентов на монтажной плате и плохих коннекторов. Кроме того, на рынке практически не было качественных программ для Apple III. В режиме Apple II полноценно использовать компьютер также было нельзя, поскольку разработчики заблокировали подключение дополнительных внешних плат. Машину удалось доработать, повысив стабильность, но репутация Apple III уже была безнадежно испорчена. В 1983 году компьютеры IBM PC вышли на первое место по объемам продаж, оставив позади продукцию Apple. А еще через 2 года Apple III была полностью снята с производства. Можно сделать вывод, что один только маркетинг не может закрывать все вопросы, связанные с продажами, когда речь идет о высоких технологиях. Сырую, неиспытанную версию Apple III без должного контроля со стороны инженера и прародителя Возняка привело к печальному итогу. Стив быстро охладел к проекту Apple III и занялся новым проектом Apple Lisa. Он решил создать более мощный, продвинутый компьютер, чем Apple II, стоимостью всего $2000. Для его разработки он пригласил 2 инженеров с HP. Инженеры выполнили задание, спроектировав качественный и более мощный по сравнению с Apple II, но совершенно заурядный компьютер, в котором по сути не было ничего нового. Единственным светлым пятном оказались приложения, написанные инженером Биллом Аттиксоном, в частности, версии языка программирования высокого уровня Pascal для Apple II. Джобсу нужен был прорыв. На тот момент у компании Xerox были новейшие технологии в копииндустрии и IT. Компания Xerox выразила заинтересованность в приобретении акций Apple. Джобс тут же выдвинул условия: 100 тысяч акций по $10 за штуку, а взамен сотрудники Apple получают доступ к последним разработкам Xerox. Соглашение было достигнуто. Стив получил приглашение осмотреть Xerox Park для себя и еще нескольких сотрудников Apple. Руководство Xerox сочло, что выскочки из Apple все равно ничего не поймут в их разработках, а если и смогут в них разобраться, сотрудничество будет взаимовыгодным. Экскурсия Джобса с инженерами Apple в Xerox Park называют самым дерзким грабежом в истории IT-индустрии. Джобс выведал важнейшие секреты Xerox, интернет, возможности объекта-ориентированного программирования, графический растровый интерфейс, принцип YCY, программирование, что означает понятным языком обычный Word, манипулятор, мышь. Это были новейшие технологии. Речь не шла о передаче сотрудникам Apple каких-либо кодов, программ или чертежей, но этого и не требовалось. Главным были идеи, а их воплощение силами Apple становилось вопросом времени, порядка полугода. После возвращения из Xerox Park Джобс переманил в Apple из компании Xerox программиста Ларри Теслера и инженера Бобби Белвилла. Сам же стал с еще большим воодушевлением вмешиваться в работу группы Lisa.
требуя, чтобы с одной стороны в проекте были реализованы идеи Xerox, причем все и на более высоком уровне исполнения, а с другой, чтобы компьютер оставался доступным для массового покупателя. Джобс запросто мог позвонить какому-нибудь инженеру среди ночи и диктовать ему свои указания в обход непосредственно руководства группы. Кроме этого, день ото дня он становился все агрессивнее. В конце концов, Джобс так затерроризировал сотрудников, что Маркула и Скотт, не посмотрев на статус основателя и главного акционера компании, за его спиной провели реорганизацию Apple. 25-летнего Джобса сместили с поста вице-президента по научным исследованиям и разработкам, пересадив в почетное кресло председателя совета директоров без реальных полномочий. Для Джона Коуча придумали должность главы отдела по разработке проекта Лиза, и теперь его решения не подлежали обсуждению. Таким образом, к концу 1980 года Стив Джобс оказался отлучен от проекта, который сам и создал. Выход в продажу Apple Lisa уже проходил в 1983 году. Хотя в целом серия Lisa считается коммерчески неуспешной, цена за один компьютер составила в итоге до $10 тысяч, но она сыграла важную роль в процессе массовой компьютеризации. При всех своих ограничениях, то, для чего она была предназначена, Lisa делала хорошо. Был период, когда во многих американских офисах работал хотя бы один такой компьютер, на котором сотрудники могли попеременно готовить документы, выглядящие очень достойно, гораздо лучше, чем получались на персональных компьютерах конкурентов. Следующий проект компании Apple был Macintosh. Джефф Раскин, так своевременно обративший внимание Джобса на разработки Xerox, с 1979 года ввел в Apple еще один проект с женским именем Энни. Раскин хотел создать недорогую, всего за $1000, портативную машину. Она должна была складываться как чемоданчик и больше напоминать бытовой прибор, чем компьютер. Вскоре после начала работы над проектом Раскин изменил его название на Macintosh в честь своего любимого сорта яблок. Джобс немедленно переключился с проекта Lisa на Macintosh. В начале 1981 года Джобс возглавил проект Macintosh. Джобс сразу же приступил к обновлению команды Mac, вскоре в ней оказалось около 20 человек. Но Джобс продолжал набирать новых сотрудников. Каждому кандидату он торжественно демонстрировал прототип компьютера, наблюдая за реакцией. Если кандидат оживлялся, начиная обо всем расспрашивать и стремясь тут же все опробовать, Джобс зачислял его в группу. Постепенно внешний вид Mac стал отдаленно напоминать человеческое лицо. Джобс стремился довести до совершенства внешний вид каждого элемента, начиная с окон и пентаграмм и заканчивая упаковкой, которую покупатель тут же выбросит. Даже внутренние части компьютера должны были выглядеть гармонично, несмотря на то, что их будут видеть только разработчики и сервисные служащие. Тут же проявилась и обратная сторона перфекционизма Джобса. Он был убежден, что доступ к содержимому системного блока должны иметь только сотрудники Apple, а пользователю там делать нечего, так как он должен воспринимать продукт Apple как единое целое, а не как набор компонентов. Для обеспечения такого восприятия Джобс шел на весьма непопулярные меры, вплоть до использования нестандартных шурупов, под которые пользователю было крайне трудно подобрать отвертки. Джобс, не задумываясь, жертвовал совместимостью и, как следствие, существенной частью рынка ради имиджа. Покупатель должен чувствовать, что приобретает уникальное и законченное произведение искусства, думал Джобс. Универсальный стиль для всей последующей продукции Apple Джобс не рискнул разрабатывать самостоятельно, а решил довериться профессионалам. В 1982 году он организовал конкурс, в котором победу одержал баварец Хартмут Эслингер, разработавший дизайн телевизора Sony Trinitron. Эслингер подписал контракт с Apple на $1,2 миллиона. К 1984 году компания Apple внедрила стиль Белоснежка, придуманный Эслингером. Этот стиль стал глобальным трендом на рынке компьютеров и оргтехники. Постепенно Стив переманивает к себе в проект лучших сотрудников с проектов Lisa и Apple II. Несмотря на то, что Джобс все больше прибирал к рукам Apple, Маркула, занимающийся на тот момент должность SEO генерального директора и уже подыскивающий себе замену, понимал, что за управление корпорацией Джобс еще не готов, и на место SEO предложил успешного маркетолога, директора подразделения Pepsi Cola Джона Скалли.
Джобс и Скали были на одной волне. Много созванивались, обсуждая проект Macintosh. По итогу Скали оставляет Pepsi и Co. и возглавляет Apple. Вскоре Джобс пожалел о выборе генеральным директором Скали. Первый серьезный конфликт между ними произошел перед выходом на рынок Macintosh. Скали был зациклен на прибыли, и расходы на рекламную кампанию Macintosh включили в цену. Он стал дороже на $500, что полностью расходилось с мнением Стива Джобса. Он был вне себя, но сделать ничего не мог на тот момент, так как полномочий у него не было. Итак, как стартовала презентация Mac? 22 января 1984 года во время трансляции по каналу CBS финального матча по американскому футболу между командами Лос-Анджелес Рейдерс и Вашингтон Редскинс был продемонстрирован рекламный ролик, придуманный рекламным агентством Чиа Дэй и снятый режиссером Ридли Скоттом, автором нашумевшей картины «Бегущий по лезвию» в 1982 году. Сюжет минутного ролика был прост. В огромном зале серая толпа внимает с гигантского экрана большому брату. На экране можете увидеть несколько роликов. И в описании я выложу несколько ссылок на эти ролики, которые вы можете посмотреть. В зал вбегает атлетичного вида девушка в майке Macintosh и с молотом в руках. Ее преследует полиция мыслей, но девушка отрывается от преследователей, раскручивает молот и запускает его в лицо на экране. Следует ослепительный взрыв, и закадровый голос объявляет, что благодаря Apple 1986 год не настанет. 1984. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы, был показан в новостях крупнейшими телеканалами и стал, по мнению ряда экспертов, первым образцом вирусной рекламы. Парадоксальная ситуация заключалась в том, что ключевая метафора, выбранная Джобсом для этой рекламной кампании, куда меньше подходила к устройствам Apple, чем компьютеры, например, IBM с открытой архитектурой. По словам Уолтера Айзексона, американского журналиста, именно Macintosh в его герметичном корпусе, который невозможно было открыть без специальных инструментов, выглядел порождением ума большого брата. Но умелый и агрессивный маркетинг позволял переставить все с ног на голову, так, чтобы подмена не бросалась в глаза. И уже через 2 дня, 24 января 1984 года, прошла презентация Macintosh. Джобс продемонстрировал возможности Macintosh в области интерфейса, графики и звука. Компьютер сам рассказывал о себе с помощью программного генератора речи, и его низкий металлический голос тонул в овациях и ликованиях слушателей. Однако эйфория акционеров Apple не могла изменить неутешительного положения дел. Macintosh имел успех, но продавался хуже, чем ожидалось. Джобс был убежден, что причиной этому стала завышенная цена, и ставил Скали в вину, что IBM в итоге захватила рынок персональных компьютеров. Уже через год продажи Mac упали. IBM был мощнее, имел встроенную память и не перегревался, так как имел встроенный вентилятор. Дальше Джобс сделал несколько стратегических ошибок. Первое. Отдав распоряжение на нераспроданные компьютеры линейки Lisa, установить эмуляцию Macintosh и выбросить результат на рынок под брендом Macintosh XL. Продажи утроились, но по сути это был обман, против которого взбунтовались многие ведущие специалисты Apple. Вторая ошибка – это были неудачные действия Джобса, запуск рекламной кампании комплекта Macintosh Office. В этот комплект должен был состоять из файлового сервера, сетевого оборудования для терминалов Macintosh на протоколах Apple Talk и лазерного принтера LaserWriter. Джобс попытался взять тот же напористый и агрессивный тон в рекламном ролике, который принес успех год назад, но перегнул палку. В новом ролике под названием «Lemmings» офисные менеджеры с черными повязками на глазах стройными рядами шли к обрыву и падали с него один за другим. И только Macintosh Office открывал им глаза. Реклама получилась слишком мрачной и депрессивной, в ней не было и следа прошлогоднего драйва и оптимизма. К тому же многих потенциальных клиентов Apple она была способна попросту обидеть. И сотрудники компании, в отличие от Джобса, это понимали. Ролик был встречен холодно, и проект Macintosh Office даже не состоялся. По этим причинам, а также из-за личных амбиций Джобса, уязвленного отстранением от разработки Lisa, 2 компьютера, параллельно разрабатывавшиеся в Apple и адресованные одной аудитории, не были совместимы друг с другом ни в части комплектующих,
ни в области программного обеспечения. Это, в свою очередь, означало жесткую конкуренцию между Lisa и Macintosh за покупателей, даже вражду между двумя группами инженеров и программистов Apple внутри компании. Действия Джобса вели к расколу коллектива, но Стив ничего не предпринимал для его преодоления. Напротив, он не упускал случая отпустить колкости еще какую-нибудь выходку в адрес проектировщиков Lisa, объявляя Macintosh убийцей этого проекта. Спад продаж и сомнительные действия руководства вызвали уход ряда ведущих специалистов, с которыми Джобс расставался слишком легко и самоуверенно. К началу 1985 года компанию покинули Энди Херцфельд, Джоанна Хоффман, Баррел Смит, главные рабочие лошадки проекта Macintosh. Даже Стив Возняк собирался уйти, чтобы основать собственную компанию по производству пультов дистанционного управления, но его уговорили оставаться на полставки. Джобс будто не замечал происходящего и продолжал выжимать и загонять оставшихся сотрудников. Он закрывал заседания поздно ночью, рассылал многочисленные факсы, затем назначал новые заседания на 7 утра. Джобс становился все более замкнутым и раздражительным, в любой момент мог сорвать злость на первом встречном. Отношения Джобса и Джона Скалли сильно ухудшились, что привело к борьбе за власть между ними. Джобс к этому времени уже считал Скалли неподходящим человеком для руководства в компании и вообще плохим для компании Apple. Однако руководство его не поддержало, и было принято решение постепенно отстранить Джобса от управления компанией. Тем более, что у него созрела идея создания исследовательского центра Apple Labs, где он мог бы стать эффективным руководителем. Джобс некоторое время метался между желанием сохранить власть в компании и соблазном в очередной раз отказаться от капитанского пиратского корабля. Он несколько раз просил об отсрочке, но в конце концов не удержался. Задумал в отсутствие Скалли устроить переворот в совете директоров и захватить власть. Даже самые верные сторонники Джобса сочли этот план безумным и пытались его отговорить. Скалли обо всем узнал, отменил поездку 24 мая 1985 года на заседании совета директоров, разоблачил планы Джобса. Совет стал на сторону Скалли и уволил Джобса с должности руководителя отдела Macintosh. Стив считал, что все его предали и бросили. Ему выделили маленький домик в стороне от основных зданий Apple. Джобс называл его Сибирью. Через некоторое время он просто перестал ходить на работу и убедился, что его отсутствие никто не замечает. Так Джобс продержался 5 месяцев на формальной должности председателя совета директоров, без реальных полномочий, после чего ушел из Apple и в том же году основал Next Inc. В своем выступлении перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году Джобс сказал, что увольнение в 1985 из Apple было лучшим, что могло с ним случиться на тот момент. И еще одна интересная цитата Джобса после увольнения из Apple. «Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее уверенного в чем-либо. Я освободился и вошел в один из самых креативных периодов своей жизни. Я уверен, что ничего этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло». На этом вторая часть про великого предпринимателя Стива Джобса заканчивается. Мы увидели с вами не самый простой период его в жизни, от старта самого успешного проекта Apple II, запуска Macintosh с мощной, удачной рекламной кампанией, до серьезных разногласий в корпорации, завышенной стоимости, по итогу спаду продаж и увольнения Стива из собственной компании. В третьей части я расскажу о новом проекте Джобса Next Inc., возвращении его в Apple и новую волну успеха Стива Джобса. Спасибо всем за внимание, всего доброго и до новых встреч на канале про бизнес с Русланом Гороховским.